Друзья, привет! Я очень часто читаю и отвечаю на ваши сообщения. Я вижу, что вы мне пишете. И я сама сижу в ТикТоке, вы не поверите. И я наблюдаю такую тенденцию, что сейчас стали популярны манифесты. То есть, если раньше тренды приходили из того же ВКонтакте, то сейчас это все целиком и полностью на ТикТоке. Так, мы сегодня с вами разберемся, что такое манифесты, как они работают и работают ли вообще гадания. Вы услышите пару интересных историй, связанных с этим, и, в принципе, мое отношение. Так что будет очень интересно. Присаживайтесь и смотрите новое видео. А перед этим я вас призываю, конечно же, поставить лайк этому видео, потому что видео будет интересное и, в принципе, вам не жалко, а мне приятно. Что такое манифесты? Это своеобразная сила мысли, да, концентрация своего желания на бумаге. В общем, очень много манифестов бывает. Вообще, я думаю, что сразу нужно обусловиться, что я не верю во вселенную, энергетику, прости господи, ее эзотерику. Самый популярный манифест в ТикТоке — это манифест 369, ну, по-разному его вообще называют. Суть в чем? Есть различные способы его выполнения, но в ТикТоке показывают именно так, что вы на бумаге пишете. Это вообще предельно просто. Вы на бумаге пишете 3 раза сначала имя человека, к которому относите свое желание, потом 6 раз результат полученного действия, да, и 9 раз потом пишите, что этот человек должен сделать по отношению к вам. И действительно, бывали такие истории, когда девочки манифестили на свою лучшую подругу, которая, да, про них забыла, чтобы она соскучилась и написала. И действительно, желаемый человек писал уже на следующий день. Как вы понимаете, манифесты направлены преимущественно на любовную сферу, и поэтому именно вот очень много действий по отношению к людям, которыми они раньше были вместе, с которыми раньше дружили, да. Ну и много историй, когда девчонки пишут, что вот я там скучаю по этому парню, хочу, чтобы он написал мне. И он пишет на следующее утро, типа такого. Но часто в ТикТоке снимают постановы, и не исключено, что в комментариях тоже будут придумывать, да, такие истории яркие. Например, тренд, когда ты под музыку целуешь своего лучшего друга, и типа такое признание в чувствах. На самом деле большинство таких видеопостанов и просто хорошо отыгранное. Я не исключаю, что все манифесты в ТикТоке не работают, это все постанова. Но мне кажется, что этот метод работает отчасти. Почему? Я делала 2 манифеста. Не 4, а 2. Просто 2 манифеста. И, знаете, прошел месяц, они не сработали. Они были очень простые по своему исполнению. Не указано сроков, когда манифест должен сработать, да? И, больше месяца, мне кажется, что это уже провал. Почему 2 моих несчастных манифеста не сработали? У меня есть 2 предположения. Во-первых, это действие не зависит от меня, то есть от моих действий. А во-вторых, все-таки прошло мало или много времени. Я не знаю, когда манифест должен сработать, да, учитывая то, что это не магия, не эзотерика ни в коем случае, все-таки тут нет определенных сроков, да. Короче, девчонки и мальчишки, тут идет чисто вот это психологический такой аспект, концентрация желания. Когда вы очень часто о чем-то думаете, или даже на подсознании у вас сидит какая-то мысль, все-таки потом это придет в жизнь, да, так скажем, мысли материальные. Например, была у меня такая заскок. В общем, был у меня такой прикол. Я писала в тетрадке свои искренние желания. О боже, я писала это с 15 лет, и потом через года 3, я 18 лет уже, я заглянула в эту тетрадку и увидела, что половина всех моих желаний, хотелок, она исполнилась. Учитывая то, что я к этому целенаправленно не шла. Чисто какие-то эмоциональные вещи, нематериальные у меня были, они тоже исполнились. Да? То есть все-таки какие-то вещи у нас либо происходят случайно с нами, счастливая случайность, либо у нас сидит какое-то пожелание на подсознании. Знаете, лично для меня очень приятно, когда я понимаю, что мое желание исполнилось, хотя я ни единой силы вообще ничего не прикладывала. Часто так говорят, что мысли материальные, и то, что ты скажешь, пойдет во Вселенную, в космос, да, но чисто на каком-то физическом уровне я в это не верю. Я верю в то, что у нас в подсознании какие-то мысли, да, есть определенные, и они потом реализуются, короче. И, знаете, многие девчонки и мальчишки ведутся на манифесты как на исправление их проблем. Я говорю, это очень противоречивый момент, потому что, с одной стороны, манифест, он исполняет желание, и ты не прикладываешь к этому усилий. Но с другой стороны, если ты ничего не делаешь, да, для того, чтобы исполнилась какая-то мечта, то она и не исполнится.
зависит от масштаба, да, вот этой мечты. Приведу пример. Я как-то в этой тетрадке писала, что я хочу работать в редакции модного журнала, условно, да. Такая скрытая моя мечта. Но, конечно же, за эти 5 лет ничего не исполнилось, потому что я даже на подсознательном уровне не хотела эту мечту, да, то есть я просто написала, потому что где-то увидела интервью, как это прикольно там работать, и записала по приколу чисто. Поэтому, друзья, еще раз, вердикт мой: никакой магии, чистейшая психология. И манифесты работают, если вы хоть как-то идете к этой цели, хотя бы на подсознательном уровне. Например, есть, да, условная цель купить квартиру, и человек записывает это на бумаге, он уже фиксирует, что он этого искренне хочет, и уже потом на подсознательном уровне он будет так обращать внимание на объявления, изучать рынок, что с квартирами потом можно сделать, да? То есть вот такие моменты. Напишите в комментариях вашей истории, пробовали ли вы манифесты и сработал ли он. Ребята, тема, которую я очень давно хотела с вами обсудить, это гадание. Я абсолютный скептик, вы знаете такую черту про меня. Но я полгода назад подсела на гадание Таро. Какой ужас! Сначала хочу отметить, что способы гадания абсолютно разные. Разные ритуалы, разные техники. Вообще, тоже гадание на кофейной гуще путем ассоциаций. Это тоже считается гаданием. Гадание на картах Таро. Но мы сейчас с вами обсудим именно гадание на картах Таро и как это работает. Для меня, если честно, это пока остается большой загадкой. Не такой большой, то есть я частично разобралась в этом вопросе, но все-таки есть какая-то доля сомнений. Когда я читала статьи, было очень много таких предложений по типу: мир связывается с нами, и ваша интуиция — это как пропуск в эту такую внешнюю силу. Я читаю и думаю: боже мой. Вообще тарологи про себя говорят так, что мы не маги, мы просто объясняем значение карт, которые выпадают в рандомном порядке. Если вы посмотрите хотя бы одно видео с раскладами Таро, то вас попросят выбрать карту. Да? То есть перед вами лежат условно 6 одинаковых карт, и вам нужно выбрать одну. Вы выбираете именно за счет интуиции. Да? То есть я, например, когда я смотрю, я чувствую, что сегодня вторая карта чисто моя. А вчера я захотела выбрать первую карту. И знаете, мое удивление, каждый раз каким-то чудо-образом все-таки карта, которая выпала, она подходит под мою ситуацию. Какой ужас! Я вам сейчас серьезно абсолютно говорю, я за эти полгода, пока смотрю карты Таро, расклады, многие мои важные вопросы разрешились, реально. Ситуации, которые мне объясняет таролог на общем раскладе, подходят под мою конкретную жизненную ситуацию, и из-за того, что таролог объясняет какие-то моменты, которые я не учла, я уже делаю важные решения в своей жизни. Вот так вот. В гаданиях Таро вам рассказывают не то, что вам нужно конкретно делать, а именно ситуацию описывают и какие-то скрытые моменты, которые вы, возможно, не знали даже. Вообще, я прочитала очень умную статью, которая говорит про то, что Таро — это когнитивное искажение, и, в общем, там много эффектов, но в общем и целом это не научно. Например, самое популярное вообще мнение как о гаданиях, так и о гороскопах — это то, что все описание является размытым, и человек, свойство его психики такое, что он примеряет на себя ситуации и игнорирует те факты, которые не совпадают. То есть это больше, применимо к гороскопам, когда вам говорят общее описание ситуации, что фортуна сегодня на вашей стороне, хотя, то есть каждый день у нас что-то получается, и вы можете считать это за фортуну. И вообще интерпретация карт Таро очень такая размытая, да, то есть это не точные значения. Например, карта Луна может олицетворять внезапные перемены или получение неожиданных досадных известий. То есть это какие-то скрытые факты. А еще Луна — это интуиция и предчувствие, и измененное состояние сознания и обман, да, то есть это граничит от пьянки до интуиции и вообще до каких-то неприятностей. Вот такая Луна. Таким образом, каждый человек может для себя примерить конкретно какой-то подходящий образ. Еще, когда вы что-то прочитаете, вы потом весь день об этом думаете и примеряете на себя этот сценарий. Тоже этот эффект более распространен в гороскопах, но в картах Таро тоже в раскладах он может фигурировать. Я вам и говорю, что тема с Таро очень противоречивая. То есть тут есть какие-то аргументы за то, что это работает, и аргументы против. Конечно,
тоже есть. Вообще в сфере Таро очень много шарлатанов, и хороший таролог — это тот таролог, который говорит все объективно, а не подстраивается конкретно под вас. Лично от себя я могу сказать, что Таро часто работают, да, это схема рабочего характера, но тут зависит именно от интуиции, от ваших чувств. Например, если я чувствую, что сейчас мне жизненно важно, необходимо посмотреть этот конкретный расклад и выбрать эту конкретную карту, тогда я буду смотреть расклад. Если я не чувствую, что это расклад мой, то я его не смотрю. То есть вот такая вот субъективная вещь. Сейчас мне будет действительно интересно узнать у вас, что вы думаете по поводу раскладов Таро, гаданий и вот всей этой темы. Было ли такое, что расклады у вас работали? Вообще, как вы соприкасались с этой темой, да? Пишите все ваши истории в комментариях, я все буду читать. Вот такое мое мнение по этому поводу. В принципе, я, знаете, раньше очень скептично относилась к знакам зодиака, гороскопам. Сейчас же я при каждом знакомстве узнаю, у какого знака зодиака человек. Подписывайтесь на канал, на мои социальные сети, оценивайте это видео и жду вашего бурного обсуждения темы в комментариях. До скорой встречи!